Надежда Константиновна Крупская – это фигура, которая заслуживает не только уважения, но и глубокого осмысления в контексте нашей борьбы за подлинный социализм. Ее жизнь и деятельность были неразрывно связаны с революцией, с Лениным, с борьбой за освобождение рабочего класса. Но ее судьба после смерти Ленина – это трагический пример того, как сталинская бюрократия уничтожала не только людей, но и память о них. Крупская была не просто женой Ленина. Она была его соратницей, товарищем по борьбе. Ее вклад в революционное движение огромен. Она участвовала в создании партии, вела подпольную работу, занималась образованием рабочих, была одним из идеологов советской системы народного просвещения. Ее работы по педагогике до сих пор остаются актуальными, ведь она понимала, что без образования и культуры рабочий класс не сможет стать подлинным хозяином своей судьбы. После смерти Ленина Крупская оказалась в оппозиции к сталинскому режиму. Она не могла молчать, видя, как бюрократия искажает идеалы революции. Она поддерживала левую оппозицию, выступала против сталинских репрессий, против подавления внутрипартийной демократии. Ее письма и выступления того периода – это свидетельство мужества и преданности делу Ленина. В день памяти 27 февраля у Кремлевской стены, где покоится ее прах, не увидишь многолюдных процессий, столь характерных для других знаковых фигур эпохи становления советской власти. Вазочки для цветов, предназначенные для памяти о ее неоценимом вкладе в строительство нового государства, зачастую пустуют как в день ее смерти, так и в день рождения. Это вызывает недоумение и заставляет задуматься, почему память о человеке, внесшем такой значительный вклад в революцию, формирование идеологии и системы образования молодой Советской Республики, остается в тени. Почему люди, наслаждаясь плодами ее трудов, так мало вспоминают о ней? Сегодня мы, коллектив канала «Перемен», попробуем разобраться в причинах этого исторического забвения и понять, почему сложилась такая ситуация, отдавая должное ее революционным заслугам и вкладу в победу власти рабочего класса. И почему ее в сталинское время предпочли забыть. Дорогие друзья, перед просмотром нашего нового видеоролика настоятельно просим подписаться на наш канал в Telegram. Там мы анализируем актуальные новости с классовых позиций, выпускаем эксклюзивный материал по трепещущим событиям, рекомендуем книги к прочтению в рубрике «Что почитать», разоблачаем мифы в рубрике «Разбор фальсификаций», анонсируем онлайн-кружки и, конечно же, рассказываем о опыте солидарности рабочих разных стран в борьбе за коммунизм. QR-код на экране, ссылка, как всегда, в описании. Приятного просмотра! Биография Крупской – это яркий пример самоотверженного служения идеалам, мужества, стойкости и труда на благо построения нового общества. Она была не просто тенью великого человека, а самостоятельной, выдающейся личностью, оставившей глубокий след в истории 20 века, внесшей неоценимый вклад как в революционное движение, так и в развитие советской системы образования и культуры. Родившись в дворянской семье, Надежда Константиновна рано столкнулась с реалиями социальной несправедливости царской России. Это пробудило в ней чувство сострадания к угнетенным и подтолкнуло к поиску путей достижения справедливого общественного устройства. Уже в юности она присоединилась к революционным кружкам, активно впитывая социалистические идеи. Судьбоносная встреча с Владимиром Ильичем Лениным в 1894 году стала поворотным моментом в ее жизни. Это был союз не только двух любящих сердец, но и двух великих умов, объединенных общей целью – борьбой за освобождение трудящихся от капиталистического гнета. Годы революционной борьбы закалили характер Крупской. Она проявляла себя как бесстрашный и преданный товарищ, принимая активное участие в подпольной работе, создавая типографии, распространяя листовки, организовывая тайные встречи. Рискуя свободой и жизнью, она стала незаменимым помощником Ленина, внеся существенный вклад в революционную пропаганду и развитие марксистской теории. Крупская не только поддерживала Ленина в его литературной деятельности, но и сама активно писала и публиковалась, донося революционные идеи до широких народных масс. Ее вклад в подготовку и проведение Октябрьской революции трудно переоценить. Победа большевиков в 1917 году открыла перед Крупской новые возможности для реализации своих идей. Став членом Центрального комитета РКПБ, она оказалась в первых рядах строителей нового государства. И здесь проявилась еще одна сторона ее личности – талант педагога и организатора народного образования. Отвергнув
стремления к власти и личной славе, Крупская посвятила себя созданию новой советской системы образования, став одной из основоположниц советской педагогики. Но почему ее фигура со временем отошла на второй план? Как ни парадоксально, но фигуру Надежды Константиновны Крупской затмили более масштабные исторические фигуры ее современников. В первую очередь это ее супруг Владимир Ильич Ленин, а также Троцкий, Дзержинский, Фрунзе. Эти политические гиганты, чьи имена прочно связаны с ключевыми событиями эпохи, невольно оттеснили на второй план других видных деятелей революционного движения, в том числе и Крупскую. Однако умаление роли Крупской в истории несправедливо и исторически неточно. Она была не просто женой Ленина, а активным участником революционной борьбы, ближайшим соратником вождя мирового пролетариата, разделявшим его взгляды и активно участвовавшим в формировании большевистской партии. Более того, именно Крупская заложила основы советской системы образования, разработав многие ее принципы и методики. Ее вклад в борьбу с неграмотностью, в создании сети школ, библиотек, нешкольных учреждений трудно переоценить. Именно она активно продвигала идею всеобщего и бесплатного образования, доступного для всех слоев населения. Нельзя забывать и ее решающей роли в становлении пионерского движения. Крупская видела в нем мощный инструмент воспитания нового поколения, преданного идеалам коммунизма. Именно она настаивала на создании организации, которая бы противостояла буржуазному скаутизму и воспитывала детей в духе коллективизма и социальной справедливости. Поэтому Крупскую по праву можно назвать бабушкой всех пионеров. При этом всем нельзя игнорировать и влияние гендерных стереотипов на восприятие исторических фигур. Надежда Константиновна Крупская, будучи женщиной, как и другие женщины в революционном движении, преимущественно в мужском мире революционной политики, неизбежно сталкивалась с предвзятым отношением. Ее заслуги, несомненно, часто принижались или вовсе игнорировались из-за господства в обществе патриархальных взглядов на роль женщины. В то время женщинам отводилась второстепенная роль. Их участие в политике воспринималось как нечто необычное или даже недопустимое. Этот фактор, к сожалению, сыграл значительную роль в формировании исторической памяти о Крупской, оттеснив ее на задний план повествования в революционном строительстве советского государства. В условиях, когда доминировали мужские фигуры, вклад женщин, даже таких выдающихся, оказывался незамеченным или преднамеренно умалялся. К примеру, фигура Сталина так многим почитается, потому что он воспринимается как суровый, но справедливый отец, которого у многих в России не было и нет, поэтому они используют исторических личностей, в том числе во многом мифологизированных, для закрытия своего гештальта. Упоминание Крупской исключительно в контексте ее семейного положения служит своеобразным механизмом минимизации ее значения. Это позволяет свести сложный многогранный образ революционерки, мыслителя, педагога к одному единственному аспекту – браку с вождем революции. Такое упрощение выгодно тем, кто заинтересован в умалении роли женщин в исторических процессах, в поддержании традиционных патриархальных представлений. Ведь жена Ленина – это пассивная фигура, существующая лишь в тени своего мужа. Это образ, лишенный собственной воли, инициативы, интеллектуальной самостоятельности. Он удобен для тех, кто хочет забыть о Крупской как о самостоятельном политическом деятеле, как об одном из идеологов большевизма, как о создателе уникальной системы образования. За этим упрощенным образом теряется истинный масштаб личности Крупской, забывая ее активное участие в революционной борьбе, ее работе в подполье, ее вкладе в развитие марксистской теории, забывается ее титанический труд по созданию советской школы, ее борьба за ликвидацию безграмотности, ее роль в развитии библиотечного дела, внешкольного образования и пионерского движения. Однако нельзя ограничиться лишь констатацией этого факта. Система угнетения заинтересована в замалчивании заслуг Крупской и других женщин-революционерок. Как это происходит, нам надо разобраться. Капитализм всегда стремился подавлять любые проявления социальной справедливости и равноправия, активная роль женщин в революционной борьбе, их стремление к радикальным социальным преобразованиям, ведь Крупская была не просто борцом за права женщин, она боролась за полное изменение общественного строя, за уничтожение классового неравенства и эксплуатации. Замалчивая вклад Крупской в революцию и строительство советского государства,
капиталистическая пропаганда стремилась за все время дискредитировать саму идею социализма, представить его как утопию, не способную обеспечить реальное равноправие. Умалчивание заслуг женщин-революционерок служило также инструментом поддержания патриархальных устоев, необходимых для воспроизводства капиталистических отношений производства. Таким образом, историческое забвение, в котором оказалась фигура Надежды Константиновны Крупской, это не случайность, а результат целенаправленной политики капиталистической системы, стремящейся сохранить свое господство любыми средствами, в том числе и путем искажения исторической правды. Для нынешних российских властей фигура Надежды Константиновны Крупской представляет определенную сложность. Женщина, не имевшая детей, но обладающая огромным политическим влиянием. Своим существованием она разрушает те самые традиционные ценности, которые РПЦ и государство активно продвигают. Крупская не вписывается в консервативный образ женщины, пропагандируемый властями, и тем самым ставит под сомнение идеологические конструкции, выстраиваемые вокруг рабочего класса. Ее пример противоречит навязываемому идеалу и демонстрирует альтернативный путь для женщин. Сама суть ее истинного исторического контекста уничтожает так называемые традиционные ценности. Почему же ее забыли еще в Советском Союзе? Сталин, конечно, не мог простить ей противостояние ему в 20-е годы. Крупская была изолирована, ее голос заглушен, ее роль в революции предана забвению. К примеру, ее имени нет в краткой истории ВКП, но там есть такие великие товарищи, как Хрущев, Ярославский, Орджоникидзе. Ей, наверное, следовало бы бороться со сталинской кликой до конца, но, как писал сам Троцкий, «Мы далеки от мысли винить Надежду Константиновну в том, что она не нашла в себе решимости открыто порвать с бонапартистской бюрократией. Более самостоятельные политические умы колебались, пробовали играть в прятки с историей и погибли. Крупской было в высшей степени свойственно чувство ответственности. Личного мужества у нее было достаточно, но ей не хватило мужества мысли. Мы провожаем ее с глубокой скорбью, как верную подругу Ленина, как безупречного революционера и как одну из самых трагических фигур революционной истории. Ее имя упоминалось лишь в контексте Ленина как верная жена, но не как самостоятельная революционерка. Ее труды по педагогике были выхолощены, ее критика сталинского режима скрыта. Первое собрание сочинений, и то педагогических, в 1957 году, тиражом в невероятные 45 тысяч экземпляров. Даже ее смерть в 1939 году была окружена подозрениями. Многие считают, что она стала жертвой сталинских репрессий, а также политические конъюнктуры также сыграли свою роль. В период идеологических колебаний и пересмотра исторических интерпретаций фигура Крупской нередко использовалась в политических целях. Ее образ подвергался манипуляциям и искажениям в угоду текущей политической повестки. Все это привело к тому, что целостное восприятие личности и вклада Крупской было утрачено, а ее имя оказалось незаслуженно забытым. В этих условиях работа по сохранению и пропаганде памяти о выдающихся деятелей революции неизбежно отодвигалась на задний план. В дальнейшем, уже глубоко сгнившем Советском Союзе, изменения в системе образования и медиасфере способствовали размыванию исторической памяти. Поток информации стал настолько значительным, что важные детали личности просто терялись в общем информационном шуме. Это особенно характерно для исторических фигур, не представленных в упрощенном, канонизированном образе. Крупская была сложной и многогранной личностью. Это не всегда удобно для упрощенного исторического повествования. Товарищи, мы не должны забывать Надежду Крупскую. Ее борьба – это часть нашей борьбы. Ее критика сталинской бюрократии – это предупреждение для всех нас о том, что происходит, когда революция предается, когда власть захватывается бюрократической кликой. Крупская была верна идеям Ленина. Она понимала, что социализм – это не просто слова,
а борьба за освобождение человечества. Она боролась за это, даже когда ее окружали враги, даже когда ее голос пытались заглушить. Сегодня, когда мы вспоминаем Крупскую, мы должны не только отдать ей дань уважения, но и извлечь уроки из ее борьбы. Мы должны помнить, что социализм – это не бюрократия, не культ личности, не подавление инакомыслия. Социализм – это власть рабочих советов, это свобода, это образование и культура для всех. Надежда Крупская заслуживает того, чтобы ее имя было восстановлено в истории революции. Она заслуживает того, чтобы ее борьба вдохновляла новое поколение революционеров. Наш долг перед историей, перед народом, перед грядущими поколениями – развернуть решительную борьбу против забвения, против искажения исторической правды. Мы должны восстановить полную объективную картину деятельности многих революционеров, включая Крупскую, вернуть ей заслуженное место в авангарде борцов за светлое будущее человечества. Изучение трудов тех, кто сейчас забыт, их идей, их практического опыта – необходимое условие для продолжения нашей борьбы за построение социалистического общества, за торжество справедливости и равенства.